Очень низкая частота вызывает непроизвольную дефекацию. Там из всех щелей, там блевать начинаешь. Это должна быть энергия совершенно сумасшедшая. Не выдает ни одна, даже самая дорогущая колонка. Должна, по идее, заработать перистальтика, когда уже внутренности начнут выжиматься вот так вот. Корпус мотора разорвало. Всего лишь. Ай, здрасте, с вами Даня Крастер, это лаборатория БНБ, и сегодня у нас в гостях Александр Пушной. Саша, здравствуй. Здорово, Даня, привет, ребятушки. Сегодня у нас не что иное, как эксперименты. Эксперименты, правильно. Эксперименты, да. Мы будем искать коричневую ноту, а чтобы правильно ее найти, точнее обнаружить, точнее зафиксировать результат, я предлагаю облачиться В трусишки. в трусишки. Я замечательно себя чувствую, прям как в школе. Тебе как? Да ничего нового. Помните тот эпизод Южного парка, где толпа школьников сыграли коричневую ноту и все люди на земле разом наложили в штаны? Там, кстати, еще Кенни умер. Сволочи. Но такой миф реально существует. Есть много теорий о том, что какие-то особенные частоты звука способны сделать из тебя гения, открыть третий глаз или, как в нашем случае, коричневый. Но работает ли это на самом деле? Что вообще такое звук и можно ли как-то повлиять на организм человека обычным динамиком? Сегодня мы с Сашей попытаемся в этом разобраться. Так увлекся поисками той самой ноты, что чуть не пропустил новый эпизод гендерных баталий. Я, как и любой технарь, люблю, когда процесс отлажен. Собрал, протестировал, и если работает, то пущай так и работает. Главное проводить своевременный чекап. С отношениями, кстати, примерно та же фигня. Если пустить все на самотек, то рано или поздно тут треснет, там заскрипит, и вот уже ваша буханка любви потихоньку ржавеет. 8 марта — это такой официальный техосмотр, а FlowWow в этой многослойной метафоре — это классный сервис, который не только починит, но и отполирует, и еще и цветы в конце подарит. Собственно, как только я впервые воспользовался FlowWow, так он и живет у меня в телефоне, и поэтому вопрос, как порадовать родных, вообще отпал напрочь. Заходишь, и кроме букетов здесь и сладости, и воздушные шары, и комнатные растения, подарочные сертификаты и многое другое. Короче, все необходимое, чтобы проявить внимание по поводу и без. Сервис работает в 1700 городах России и мира, поэтому получить подарок можно с доставкой от 30 минут. А значит, сделать день любимому человеку можно даже на расстоянии. Как любой хороший сервис, FlowWow всегда присылает фото заказа до доставки, так что никакого кота в мешке ни для вас, ни для получателя. Я лично всегда нервничаю до этого момента и не могу выпустить телефон из рук, типа мало ли что. Но получаю фото, вижу, что все как в каталоге, расслабляюсь и жду восторженных сообщений после доставки. Ну и раз 8 марта близко, специально для вас у меня есть промокод Крастан, по которому действует скидка 15% на первый заказ. Не ждите повод, чтобы порадовать себя и близких, переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране. Пойду дарить. Чувствуешь, здоровье увеличивается? Чувствую внимание, вопрос. Прежде чем мы начнем наши изыски, поиски и исследования, эксперименты, давай определимся, что такое вообще нота. Начнем с ноты. Мы же ноту ищем. Ну, нота, в принципе, это много чего. Есть некая основная частота, и есть куча гармоник. Вот. Гармоники что такое? Гармоники — это от этой частоты кратность, умноженная там на 1,5, на 2, на 3 и так далее. То есть, по сути дела, если ты поешь, вот я пою сейчас и ты поешь, например, мы с тобой поем одну ноту, но люди слышат это по-разному, потому что у нас помимо основного тона куча разных гармоник, и этим мы с тобой отличаемся. Если ты берешь ноту на скрипке и эту же ноту на саксофоне, это слышно по-разному не потому, что нота разная, а разные звуки. То есть, частота основная одна, а гармоники — это, ну, скажем так, характер звука, да, а это его суть. Как понять, что такое гармоника визуально? Струна. Есть тебе веревка какая-нибудь? Есть, конечно. Давай Найдем. веревку найдем. Вот видите, у него какая все-таки жизнь-то у Дани. Ну, настолько они разбогатели, что веревки нет. Вот золото слитки лежат вон в коробках, а веревки нет. О, есть. Не золото, это латунь. Латунь? Ну. Ну вы же золото из нее делаете. Вот эта струна. Вот это основной тон, когда она колеблется вот таким образом. И при этом длина волны — это пол длины волны, она вот такая вот туда, да? Вот это вот основной тон. Синус, короче. Короче, синус, да. Вот это, когда вот так вот, ну то есть то здесь вот наоборот, вот так, вверх ногами. Вот так, короче. Да, вот, это первая гармоника. Ты когда вот так делаешь,
Там по этой струне куча всего бегает туда-сюда. Вот эти все гармоники, они как раз и создают характер звука. Если мы угадаем нужную частоту, какой-то эффект мы должны поймать. Дело Да. не в гармониках, а именно в самой частоте этого колебания, которое как-то должно мифически воздействовать. Мы же все по отношению к человеку воспринимаем. Да, Поэтому, определенно. чтобы нас сейчас опять не сожгли за то, что мы тут неправильный эксперимент ставим, мы с тобой слышим какую-то частоту здесь, воспринимаем ее каким-то образом. Она туда записывается, потом передается вам на компьютер, у вас на компьютере она через ваши динамики опять как-то воспроизводится и уже попадает к вам в уши. Короче, куча потерь. Куча непонятно чего на самом деле. Поэтому, вот знаешь, есть такие сейчас тесты очень популярные, когда посмотрите, какой у вас возраст, и начинает подниматься частота, Частота сердечных приступов. частота звуковых колебаний. Вот если ты не слышишь там после 16 килогерц, ты уже старичок, да? Говорят, что дети, ну совсем новорожденные, они, например, старые телевизоры, которые еще были с трубками такими, Слышит пищание? да, слышат пищание, свист развертки, там порядка 16 килогерц. Но на самом деле надо понимать, что если у тебя динамик не выдает эту частоту, то ты ее и не услышишь. Ты просто отлично подвел. Знаешь почему? Почему? Потому что у нас есть такой динамик, который выдает аж до 20 тысяч. И Так. проверим, насколько мы Слышим. Да, с тобой можем уловить эти штуки. Ты сверху будешь, да? Вот как Да, только да, мы да, услышим да. какой-то звук, значит мы его слышим. Ну давай, запускай. Что-нибудь слышишь? Нет. 20 тысяч. Сейчас только комары такие. Бошки поразрывало. Давай, спускай. Давай. О, я уже слышу. Это же синус, да? Да. Вот это честный эксперимент, то есть спускайся вниз, и на 16 мы должны с тобой уже получить результат. 16 ровно. Ровно. Вот. Какая мерзость. Выруби. Вот смотри, продается аппаратура, вот я точно знаю, можно погуглить, какая-то супер хай-фай. Там написано от 20 до 40 килогерц. Зачем нужно 40, если мы слышим до 16? Я понятия не имею. Чтобы детям включать? Нет. Смотри, вот здесь вот амплитуда, вот здесь вот частота, это спектр. А вот здесь, собственно, что у нас на динамик выходит. Вот если у нас на динамик выходит синусоида обыкновенная, то как это выглядит на АЧХ? Бам. Бам. Нет? Ну, просто палочка. У тебя частота, вот у тебя частота F какая-то там, F0, да? Вот она у тебя синусоида, вот она у тебя с палочкой вот такой вот и стоит. Это вот. А теперь представь, что тебе нужно вот такой звук сделать. Квадратный. Квадратный. Ну, то есть, грубо говоря, не синусоиду. Как ее сделать? Квадратная колонка нужна. Короче, чтобы получить квадрат, тебе нужно просуммировать фиговую тучу разных синусоид с разной частотой, с разной частотой, с разной частотой. И они все в сумме дают вот это только при случае, если у тебя, грубо говоря, будет вот ты, и эта частота, это, куча частот, в принципе, до бесконечности. То есть идеальный квадрат ты получить не можешь, потому что у тебя все равно где-то есть ограничения. И когда у тебя спектр ограничивается здесь, например, там 40 килогерц, да, КХЗ, то вместо идеального прямоугольника у тебя получится что-то вот в таком духе. Оп. Оп. По сути дела, чтобы получить любую кривую, в смысле колебательную, да, в любую, тебе нужен бесконечный спектр. И поэтому, когда ты продает аппаратуру 40 кГц сверху, это не для того, чтобы ты слышал ее. Что такое там на гитаре, там, день атаку, да, у тебя пик такой раз, и тут потом какие-то пошли дальше. Вот чем у тебя острее пик, тем больше тебе нужен запас по частоте. Вот мы же идем сюда в поисках коричневой ноты. У нас здесь, смотри, мы уши, потом наступает где-то даже не 20 это уже человек, наверное, не слышит. Ну, это как бы... От 60 примерно не слышишь. Ну, уже такое. Да, то есть 60, ну вот до 20-25 это когда бочка бьет. Что такое удар бочки? Удар бочки на самом деле выглядит вот так. Ну да. И вот эта частота, вот эта вот первая синусоида, это как раз в районе 20. Но она короткая. Если ты бочку воспринимаешь классно, то есть... Да, дискотека, все. Если ты попробуешь вот эту часть от бочки отрезать и размножить ее, гудеть на 20 герцах, тебе будет не очень классно. Итак, к чему это все было только что? Чтобы сказать, чтобы не ебать себе голову при покупке колонок и усилителей, правильно? 20-20 кГц каждому достаточно. Да, но если ты хочешь качественную музыку, чем больше у тебя спектр плюс, тем больше у тебя качество других звуков, не только синусоиды. Мы же не синусоиды только слушаем. Базар. Ищем дальше. Давай. Ой, блин.
Вот она коричневая, нет? Нет, не коричневая. Нет. Нету? Еще нет. Это 13500. Кстати, по поводу физиологии слышал тоже, незапруфанные истории, что мужчины лучше слышат басовые звуки, как рык какого-то тигра, когда ты в пещере лежишь, спишь. А женщины лучше высокие, потому что ребенок кричит на более высоких частотах, и они подрываются, начинают его пеленать, там, т.д. т.п. Давай женщину какую-нибудь. Есть у тебя женщины в лаборатории? Перевелись. Нет? Где-то на полках не смотрел ты, нет? Может, там не вся женщина, нам же только голова нужна. Ну ладно. Головы нет. Головы нет. Этот я тоже слышал историю, надо проверять. Но современный человек, мне кажется, нет, это уже не работает. Давай, ищем дальше. Ах ты ж, 11,8. И вот сейчас мы будем двигаться по 1 герцу. Мы же должны поймать ту самую ноту. Не, это просто больно ушам, понимаешь? Тут жопа не треснет после таких. Сначала треснут уши, потом жопа. Да. Во, это уже оно, это уже не больно. Вот это уже хорошо слышимые, но все равно еще пищащие. Это 9000. Вот 9000, вот здесь где-то начинается дедушка. Ну, дедушка уже такой, высокий, на. А это уже засвистело, да. 6990. И амплитуда растет, заметь? Да. Потому что вот динамик уже может выдавать амплитуду на этих частотах. Чем выше, тем ему сложнее. Давай последнюю из высокой проверим. 17000 Гц – это частота ровно, на которой работает собачий пугач. Я не знаю, для всех собак одинаково, чихуахуа и овчарка должна одинаково испугаться. Я знаю, почему он пугачом называется. Потому что, в принципе, в природе вот такой 17000, вот просто на частоте определенной, ровно, встречается редко. Ну да, странная история. И просто собака такая, вот это никогда в жизни не слышала, я пойду. Она, в принципе, ничего ей, больно вряд ли она делает. 17000. Ну, давай добавим. Погромче. Не, нас она не напрягает, эта частота. Ну да, или динамик уже не может. Никаких эффектов я особо не замечаю. С высокими частотами у нас все закончено, потому что... Нет, не все. А что еще? Смотрите, сейчас эксперимент, дай сюда. Давай. И тащи пока доску. Так, смотри, какая штука. У человеческого уха неравномерная чувствительность к частотам, да? Ну, даже несмотря на то, что это динамик, в принципе, не выдает нам никаких низов и басов, но все равно мы понимаем, что вот... А вот тут уже попроще. Где-то в районе 3-4 килогерц человеческое ухо очень восприимчиво. Зачем? Вот не я делал. Смотри, вот мы говорим сейчас, да, и у нас видно, что спектр, вот он внизу, да, это вот спектр нашего разговора с тобой. Это там 200, 1000 максимум. Есть какие-то, конечно, выплески в виде гармоник маленьких, но основная информация находится в районе 250-500 Гц. Нахера нам 4000 слушать хорошо? Сейчас я тебе объясню. Просто любую ноту издай. Ля. Я спел то же самое, что и ты, вот это я. У нас низы, видишь, совпадают. То есть у нас совпадает основной тон, а в верхах начинается какое-то различие. И вот как раз различие в верхах — это кто поет, а внизу — это что поет. И человеческий организм, и человеческое ухо, ему важнее настроиться на то, кто это, чем информацию, которую он несет, понимаешь? Вот здесь, в районе 4 килогерц, максимальная чувствительность — это как раз, чтобы понять, кто. А вот это уже что? То есть там речь вот эта вся. У нас есть некоторая фора, пока роботы не научились нас копировать. А они, кстати, научились копировать очень легко, и вот эта вот часть, когда генерирует, да, тебе яишко, она как раз очень хорошо воспроизводит. Но нам тогда получилось. Не, так нам давно. Вы же до сих пор не догадались, что на самом деле ни пушного, ни крастера не существует. Это просто нейросеть, да? Комбик фирмы XY. Мой любимый. Вот это вот гитара. Слишком много всего. Не, слишком много всего внизу, да, вот это вот все. Ля-л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 я. Ну, вот эти все песни. Теперь смотри. Переходим в режим настоящих мужиков. Смотри, что получилось. У тебя появились гармоники. Много. Очень. То есть вот это все гармоники. То есть на самом деле, по-хорошему, все металлисты
Они должны у себя набить здесь гармоники. Понимаешь? Потому что гармоника — это то, чего не прутся. У тебя как с нотами в целом? Сольфеджио, Ну, там, я вот это вот когда-то все это проходил. Ты не обращал внимания, не подпирал клапан у тебя на какой-то Что? определенной ноте? Чтобы клапан подпирал, нужно, я же тебе еще раз говорю, нужно зайти за пределы человеческого восприятия. То есть, грубо говоря, смотри, до 20 Гц мы слышим, нам нравится. Но если мы вот в эти 20 Гц будем не просто бочкой лупить, а будем синусоиду, вот тогда возможно, что у нас начнется свербение в сфинктере и расслабление его. То есть на гитаре мы это не получим, Нет, из-за гармоник. Посмотри, вот это гитара. Смотри, частота основная. Сколько? Что-то типа 200. Ну, давай. А вот бас-гитара, даже с пятой струной, даже дропнут это в районе 30 Гц. У вас есть бас даже. О, отлично. Богатая контора. Самый нижний вариант, ну смотри сколько, основной тон. Вот, 60 с чем-то. Ну давай еще опустим. Вот, Еще меньше. 65. 65, окей. Ну, короче, до 30 это бас-гитара. Все, что ниже, это только бочка, но короткие. Если попробовать сделать меньше 20 Гц синусоиду, то, по идее, должна появиться маленькая коричневая нотка. Вот ты говоришь, выйти за пределы человеческого восприятия. Слуха. То есть я могу смело выкинуть. У меня тут частота для починки ДНК. Продвижение частоты 440 Гц для зомбирования масс. Не читай больше этот сайт. У меня тут выписано столько частот, давай их проверять. Что же будет? Да ничего не будет. Ну, не, Первая частота, вот эта, 432 это, герца. короче, объясняю. Это ебучий миф, нота ля. 440 Гц, условно. Официально принято хер знает когда, все ей пользуются и все. Ну, обычная Не стандартизация. хер знает когда. Ребята, вот когда в районе Баха там где-то там играли, они Ну, для меня это хер за знает слово когда. 440 Гц сжигали на костре сразу. Они 432 играли. Да, 432 можно. А 432 и 440 абсолютная условность. То есть договорились так, хрен с ним. То, что ты делаешь чуть пониже основной тон, ну или как бы все сдвигаешь вот так чуть-чуть, ничего от этого не меняется. А как же заговор масонов для контроля масс? Если мы в этом ключе говорим, то тут все работает. 174, 528, 285, 396, 417. Это все... Это все просто частоты. Просто обыкновенные частоты. И что, никак мы даже если сильно их будем чисто синусом проигрывать, ничего не произойдет. Смотри, вот когда ты говоришь, что можно с помощью частоты разрушить ДНК, Так. ну, наверное, у тебя, у ДНК существует какая-то там связь, да, вот она Размер. Имеет размер и имеет какую-то, наверное, резонансную частоту, хотя я не могу себе представить. Стопудово есть. Стопудово. С какой амплитудой надо, С какой точностью надо в нее с попасть? точностью амплитуды надо попасть в тебя, чтобы ты дрожал всеми своими ДНК вот с этой вот частотой. Зачем человеку делать такую сложную систему, которая будет на самом деле жрать огромное количество энергии, чтобы разбить твои ДНК, хотя твои ДНК разбивать не надо, просто все, и ДНК все целые, но не работают. А вообще басы очень недооценены людьми. Смотри, короче, вот это тот же самый наш любимый спектр, да? Это Вот. АЧХ же, да? АЧХ, да, вот это 0 Гц, вот это 20 килогерц. Представляешь, да, диапазон? То есть, ну, даже если это не логарифмическая история, а линейная, представь, вот у тебя здесь сколько? 10, да? К. Это у тебя 5К, да? Получается. Ну, 5К пополам, Ну, это 2500. меньше 3. Вот это у тебя, 1,25 ну, то есть И 7. килогерц условно, да? с поправкой. Тут у тебя 500 герц. Угу. Вот это у тебя кусочек, условно, да, от, ну, 10 до 30, да? А вот эта вся херня, это вот то, что мы слышим. Вот этот спектр, прикинь, вот ты купил себе аппаратуру, поставил в дом вот этот спектр, да, то есть он занимает все практически. И тебе говорят, может еще вот этот вот маленький вот этот кусочек. Ты говоришь, да на, как вы что, ребята,
Позвал девок, короче, врубил им вот это вот все. А чаще всего на пляже врубил он вот это вот, от 50 достал. Вот это. Не-не-не. А когда получаешь вот эту часть спектра, это всего несчастные сраные 20 герц, то там... И ты такой, нифига. То есть у тебя музыка принципиально меняет звук. Принципиально меняет звук. Вот эта вся херня, диапазон, который, в принципе, мы и так жрем. Но если у тебя в музыке есть что-то, что может издавать 10-30, это просто сразу концерт. И причем вот эта фигня жрет 90% мощности. Давай слушать и До будем 20. начинать от 100 до... Докуда их хватит вообще, вот этих колоночек? Плей. Ну это та самая ля. 440. Давай 100. Вот заметь, даже 100, вот она в музыке вообще не напрягает. Но когда она синусоидой, Сама по себе, да? такой... Ну, она так трансформатор. Трансформатор? Ну, нет, трансформатор это 50. Это, кстати, знаешь, почему тебе кажется, что трансформатор? Потому что это гармоника 50. Вот это вот основной тон. Мне что угодно может казаться у меня. Вот посмотри. Он, конечно, не издает это звучание, потому А дай я что наклонюсь. 50 уже низко ему. Ну вот у меня колонки так периодически жужжат, потому что я заземление не выдернул в грудь. Вот эта частота, если ее просто слушать как синусоиду, уже так, знаешь... То есть мы сейчас ее не слышим, потому что очень маленькая амплитуда. Но если... Давай больше сделаем. Не, ну а ты... Колонки тебе просто не дадут ее. Ну, смотри, что с ним происходит. Не, ну это, понимаешь, это... Ты слышишь ее, Да. но ты ее не чувствуешь. Ну, чуть-чуть начинается. Если бы эту энергию 50 герц ты почувствовал всем телом, уже бы начали немножко размягчаться камушки в почках. А, соответственно, еще ниже, ну давай, ну эти точно не воспроизведят. 40. Вот это уже, в принципе, массаж. Ну вот да. это, знаешь, когда там... Да, вот он. Ну, как бы чувствуется, да, Не, вибрирует это мембрана. фигня. Ты чувствуешь кончиком пальца, Да. а ты можешь себе представить, что все твои органы внутри ебут вот такую частоту. И при этом они еще и так колеблются. Давай ниже спускаться. Давай. 39. Давай 30-очку. 20. Ну давай 20. Не, ну что, ну просто... Давай ты опускаться, пока... Ты будешь массажер получать. Мы здесь не получаем эффекта, потому что это вот те герцы, которые на самом деле не герцы. Ты слышишь сейчас на самом деле по-хорошему только гармоники от этой частоты. 20. Вот, ну, уже практически все. Такую частоту 20 герц, как синусоида, не выдает ни одна даже самая дорогущая колонка в любом клубе. Чтобы колебать вот с такой частотой не просто вот динамичек, который на самом деле ничего не колеблет, а все пространство, ты должен колебать себя, вот эту студию, все должно вот так вот ходить с такой вот амплитудой. Это называется earthquake, нахуй. Давай 9 поставим, потому что 9, говорят, это как раз вот эта та самая нота. Коричневая? Ну как, там из всех... типа воздействие. Нет, там из всех щелей, там блевать начинаешь, все, у тебя все Я открывается. ничего не чувствую. Потому что нет этой частоты. Эту частоту ты никогда не услышишь. Дело в частоте или в силе, в амплитуде сейчас? Дело и в частоте, и в силе. Ты сейчас ее не слышишь, потому что она не звуковая. Но ты ее и не чувствуешь. Потому что, чтобы почувствовать 9 Гц, у тебя все в теле должно с 9 герцами вот так вот дрожать. То есть это должна быть энергия совершенно сумасшедшая. А что же я слышу? Ты слышишь какие-то щелчки, которые идут с частотой 9 Гц. Это щелчки. Это не частота. Не Щелчок. синусоида. Не синусоида. Слышишь, щелчок, потом еще, и я вот с частотой 9 Гц. То есть, грубо говоря, если мы с тобой вот эту частоту сейчас ощущали, мы бы выглядели вот так вот. Ну, как динамики, да. такие. Ну, мы бы... И непонятно, что было бы дальше. То есть, я понимаю, что если сделать динамик вот такого хотя бы размера и заставить его колебаться этой частотой, можно примерно попробовать ощутить, что будет при такой частоте в восприятии человека. Где ж такое взять? Совершенно случайно. Совершенно случайно. Абсолютно случайно. Взяли, Вообще не- зашли в фильм этот самый Back to the Future, да, взяли вот этот динамик. Нет, мы сделали такой динамик, пойдем смотреть его. Конечно, у нас будет не такой громадный динамик, как в фильме, но в качестве мембраны мы взяли камеру от КамАЗа, а это уже ни хера себе, почти метр в диаметре.
Больше только в багажнике девятки твоего соседа, который уже заебал пердеть басами во дворе. Мы же постараемся выжать из этого динамика настолько низкие частоты, что нашей лабе придется отмывать уши. Только соседу не показывай, а то он тоже захочет повторить эксперимент разрушителей, где они вкорячили огромный динамик внутрь тачки и качали его карданным валом. Не буду спойлерить, но надеюсь, наш проживет подольше. Ведь диффузор мы делали не из фанеры, как Адам и Джейми, а из металла, точнее из спутниковой тарелки. Зацени, она просто создана, чтобы стать частью этой отдухи. По форме встала, как родная. Тарелка будет как раз той частью динамика, которая толкает массу воздуха и создает волну. Ну а что вы хотели? Если подвернется упавший бак ракет-носителя, мы из него самогонный аппарат сделаем. И всю эту пень надо жестко зафиксировать в каком-то корпусе. Мы подумали, что небольшой коридор между нашими цехами идеальный варик. Главное, чтобы вообще все здание не развалилось. Да, мы делаем огромные сапы из комнаты и спутниковой тарелки. Что ты нам сделаешь? У нас Пушной в гостях, нам можно. Но и это еще не все. Хз, какая катушка смогла бы качнуть эту ебалыгу, поэтому ставим двигатель. Его вращательное движение изи можно переделать на поступательное. Такой механизм называется кривошипно-шатунным. Мы что, не только сами угораем, но и тебя просвещаем. Для начала надо собрать раму, а то все может наебаться при первом включении. Чтоб ты понимал, твой динамик на домашних колонках шатается на пару миллиметров туда-сюда. А теперь представь, какой ход должен быть на метровом, сука, динамике. Именно поэтому делаем все максимально жестко. Все остальное подгоняем уже по месту. Раму прихерачиваем к полу и надеемся, что в наших коричневых экспериментах не примут участие соседи снизу. Мы, конечно, попытались сделать и резонатор, чтобы вся физика процесса в сабвуфере сработала и у нас в комнате. Будет ли это работать? Давайте выясним. Вот этот монстр. Ой! А вот эта вот каморка, которая у нас между двумя цехами, она переделана в огромный динамик. Ну, как в огромную колонку. Подожди, так это она из железа прям, да? Она железная, борт у нас из покрышки от КамАЗа. Не из покрышки, из баллона от КамАЗа. Уже неплохо. А там как там вот такенная катушка, что ли? Пойдем смотреть. Ах вы хитрый ты. Тут все... Они мотор присобачили. Да, как бы очень прозаично, но зато безотказно. Массивные детали, электрический мотор и частотник, которым мы можем управлять с той стороны. Кривошип. То есть мы крутим мотор, и у нас ходит эта херовина. Ну, ты видел вообще? Какой ход у него? Я, честно говоря, даже не примерялся. У меня уже коричневое пятно В пошло. районе 5 сантиметров. По-моему, можно пытать людей здесь. Вот Послушай. Что, закрываем, делаем все плотно и пойдем тестить. А молодцы они, видишь, приготовились. 3 толчка на двоих. Неплохо. Ну что, разрешите подиджействовать? Слушай, ну вот я взрывов боялся в своей жизни всегда. Помнишь, мы когда что-то делали, взрывали, я говорю, бля, страшно. А вот сейчас реально страшно. Потому что Так и должно быть. вся теория, о которой мы говорили, говорит о следующем, что такой динамик многие, может, и видели в жизни, да, но когда он бьет вот просто бочкой, то это комфортно. Когда на него идет синусоида. Смотри, у нас есть миф о 19 Гц, в некоторых источниках 7 Гц, частота страха, вибрация близка к резонансу глазного яблока, вызывает зрительные У всех оно разное. искажения, ощущение призраков. Этот миф основан на легендарной истории инженера Вика Тенди, который увидел призрака в лаборатории, а потом выяснил, что вентиляция у него, видишь ли, вибрировала на частоте 19 Гц. А почему только яблоко волнует людей? А вот, например, другие круглые элементы не волнуют, что ли? людей? Камни в почках. Ну, яйца, например, тоже ведь круглые. Вот. Ну, они как-то там на подвесе природном устроены. И что, резонанс этого никуда не делся? Можно безопасно ими трясти, 8 Гц только что дал. Яйца больше, чем глазное яблоко? Ты никогда не мерил? Я как? знаю пару фильмов, где очень близко как бы яйцо и глазное яблоко. Ну, есть такие фильмы. Так. Там надо сравнить. Но мне Скинешь кажется, фото. что яйца, по-моему, больше, чем глазные яблоки. Даже, ну, у кого как. Поэтому, на самом деле, получается, что резонанс у них должен быть ниже. Самое интересное, коричневая нота 5-9 Гц, вот мы ее здесь поищем. Очень низкая частота вызывает непроизвольную дефекацию. У нас хорошо, что защита установлена. Ну да, только снаружи почему-то. Я предлагаю начать, наоборот, с Низкой? низкой частоты, чтобы у нас динамик не разрушился, банально из-за этой причины.
Давай. Давай. Я Ты готов? Да, давай. Давай. Бля, похоже на сердце какое-то из Старкрафта. Не, ну 1 секунда. Раз, Ну это, еще раз тебе говорю, это не та частота. 4. Это как бы вообще не 5. частота. То есть это, ну что это? Ты же ее не воспринимаешь. Ну, она же есть. Давай так, будем это называть красивым словом вантузная частота. Похоже и по звуку тоже. Да, но это не та частота, которая может восприниматься. Давай разгоняй. Хорошо, давай. Вот, это сколько? 1,5 всего у нас. Не, мало. Во. 2 Гц. Это уже высокая вантузная. Энергичная. Да, но опять же, вот мы слышим с вами щелчки, не ощущаем с вами основную частоту. Я вижу, что дверь начинает шататься, и стены бы не посыпались. Тут вообще не сложилось бы это здание. Но это вот, да, это тот самый супер мощный эффект землетрясения. Давай, гони. Во. 4 Гц. Тут мы должны были обосраться. Надо... Ну, начинать припукивать. Есть что-то? А ниже, если послушать. Должна, по идее, заработать перистальтика. Или тромб оторваться, что-то из этого. Оно там близко все. Давай еще гони. Вот. 5 Гц. Но опять мы не ощущаем, чтобы вот... Дверь трясется, в смысле ты не ощущаешь? И у нас достаточно ровная синусоида при этом. Ну а мощности не хватает. Думаешь? Думаю, да. А в чем заключается? Ну, типа, еще больше? Не, ну чтобы вот видишь, вот у меня вот здесь вот Ну, это 5 Гц. Всего-навсего. волосы, да, чуть-чуть ходят. Ну да. Но это скорее просто воздух колеблется. Ну так волна есть воздух. Ну давай еще разгоняй. Давай. Вот. Примерно 6. Чувствуешь? Это я сижу в самолете. Что за самолет такой? Давай еще. Вот. 7 Гц. 7 Гц. Уже Лучше становится? видно по мне, что трясется, нет? Да, Кайр гуляет туда-сюда. Больше идем? Давай еще поднимай. 7,5. 8. И у самого резонанс пошел. Вот здесь, вот иди сядь туда, посиди. Вот там ты чувствуешь, что тебя еб... Я чувствую, как воздушная волна по мне еб... Да, ты вот у тебя внутри должен почувствовать. Вот чувствуешь, что здесь вот в груди Накрывает, да, и в голове немного. но это внутреннее ощущение. Все Вам больше. это не слышно. То есть... Да. Давай еще еба... Нет, просто быстро объясню. Вы слышите трах-тах-тах-тах-тах, как будто трактор работает, да, зрители? А чтобы понять, что мы ощущаем, то есть рядом с этим устройством ты не просто это слышишь, мы не говорим сейчас о слухе, мы ощущение. Это, знаете, так. похоже очень сильно, когда, ну, давление говорят, что башка ту-ту-ту-ту-ту-ту, да? Ну, ребята, кто там гипертоники? Давайте, напишите. Наш клуб гипертоников. Знаешь, на что похоже? Когда в небольшой какой-то комнате резко дверь закрывают. Вот это Да, волна такая. только закрывают бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу Да, непрерывно. постоянно. Ну, здесь, по сути, так и происходит. Давай еще поднимать. Давай. Потому что мне кажется, что эта система просто у нее отдача на более высоких частотах. Сколько сейчас? 8. Поднимай. Еще поднимай. 9. Вот здесь, по идее, должен высыпаться позвоночник. Или кал. Пока что нет, резонанса нет пока. Пока резонанса нет, такие же ощущения. Нет, ну естественно. Ща. Ну резонанса пока нету и такого прям противного. Давай его повышай. Еще выше. Да! Выше. Оп.
закончился. Что-то у нас сломалось. А, ну конечно, конечно. Что случилось, а? У нас крепление мотора оторвалось. Что, болты слетели, что ли? Не, разорвало корпус мотора. Корпус мотора. Всего лишь. Разорвался. Всего лишь. Хороший такой приборчик. Ладно, сейчас пофиксим. Все у нас починилось. Так, Само собой хочу заметить, естественно, как и всегда друзья бывает. мои. Но вот теперь мы хотим ощутить, вы это не ощутите, а мы попробуем. Вот где-то резонанс 10-12 Гц, это как раз когда уже внутренности начнут выжиматься вот так вот. Давай, начну с 5,5 и Давай, поехали. Давай. Вот. О! Это мы проходили. 10. Это 10. 10. Поднимай. Поднимай, поднимай. 11. Еще поднимай. Существенно поднимай. Потому что не поднимается. 15. Садись. Садись, садись. Ну, неприятно. Волосы больше дрыгаются туда-сюда, и ощущение волны. Самое главное, знаете, почему это опасно? Потому что когда все трясется, вот эта херня знаменитая может упасть сверху и... Ты впитываешь резонанс планеты и атмосферы? Да, по-хорошему, конечно. Что, бахнем на максимум? Давай. Сломался? Или ты остановил? Остановил. Ладно, пусть он как сердце работает. Надо какой-то вывод делать, но выводы сделают соседи внизу. Ну, что же, какой вывод можно сделать? Высокие частоты мы проверили на пищалке. Проверили. Не работает. Средние частоты посмотрели, послушали. 432 Гц. Муть эту проверили. Не работает. Гитару попробовали. Поняли тоже, что... Ну нет такой ноты, иначе бы все обсирались. Да. И на инфразвуке эффекта тоже особо никакого. Хотя мы не и было. 9 включали, и 12, и 7. Понятно, что там надо искать это абсолютно точное значение, какое-то рациональное с бесконечным знаком. Ну, честно говоря, слабо во все это верится. Не работает, да? Зато разобрались в физике, В лирике. Во всем разобрались, друзья. Но главное, все-таки надо признать, что эффект не получился. Да, всем спасибо за просмотр. Пока-пока. В следующий раз что-нибудь со зрением проверим. Да, мы то, чтобы в резонанс... Или биоту ты хотел. Ну, биоту давай тоже, тем более. Биоту создадим, да? Ну, сделать говно вне человеческого организма, потому что внутри человеческого организма оно, видишь, как делается легко.